Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. Группа туристов, направлявшаяся по лесистым районам Южной Африки, наслаждалась теми невероятными видами, которые открывались перед ними. Жаркое африканское солнце пекло нещадно, и их гид, опытный Сэм, вел их вдоль знакомых троп, рассказывая о местных животных и экосистемах. Селом каждым километром группа все больше погружалась в величие и дикий стиль жизни, который царил в этих местах. Они двигались по скалистому участку, когда вдруг на горизонте между кустами что-то привлекло внимание одного из туристов. Женщина по имени Мари, стоявшая чуть в стороне, заметила нечто странное. «Сэм, посмотрите, там что-то есть!» — вскрикнула она, указывая в сторону, где мелькала тень. Сэм с хмурым взглядом насторожился и сразу сменил маршрут, ведя группу в ту сторону. И вот, спустя пару минут, они подошли к тому месту, где стало очевидно то, что они увидели, было далеко не обычной дикой природой. Перед ними лежал лев, застрявший в охотничьей ловушке. Его огромная фигура была парализована металлическим захватом, который мучительно сжимал его переднюю лапу. Лев тяжело дышал, его глаза полны боли и страха. Несмотря на то, что в его взгляде оставалась дикая сила, видно было, что он не в силах освободиться сам. «Это ловушка, он не может выбраться», — сказал Сэм, подходя ближе. Его голос был серьезным, и в нем не было ни малейшего намека на паникерство. Мария, одна из туристок, в страхе вцепилась в руку своего мужа. «Сэм, мы не можем его отпустить. Это же лев. Он может нас убить». Голос ее дрожал, а глаза были полны страха. Сэм остановился и подумал. Его опыт в сафари подсказывал ему, что действие должно быть быстрым, но не агрессивным. Лев, несмотря на свою ловушку, не атаковал сразу, что давало им шанс. Но вопрос был в том, как действовать. «Не переживайте, мы будем осторожны. Он будет благодарен, если мы освободим его. Это единственный шанс для него», — сказал Сэм, скомандовав группе быть настороже. Он вытащил из рюкзака пару инструментов и, сосредоточив внимание, приступил к освобождению. Туристы, стоя в нескольких метрах, нервно наблюдали за процессом. Взгляд льва был полон недоумения. Он не знал, что делать с людьми, стоящими рядом, и хотя его тело напряжено, он не пытался нападать. Процесс освобождения был медленным и трудным, но после нескольких минут работы Сэм сумел ослабить цепи. Лев вырвался из ловушки, но сразу не двинулся. Время остановилось. Туристы молчали, напряжение висело в воздухе. Все чувствовали, как дикая природа вот-вот проявит свою силу. И в этот момент произошло то, что все боялись. Лев поднял голову и прорычал. Это был не просто рык, это было предупреждение, которое потрясло каждого, кто стоял рядом. Он собирается напасть. В панике крикнула Мария, и группа сделала шаг назад. Рычание льва, громкое и мощное, эхом разнеслось по джунглям. Его взгляд был сфокусирован на группе людей. Но никто не мог предсказать, что произойдет дальше. Несмотря на свою устрашающую позу и рычание, лев не сделал ни единого шага в их сторону. Через мгновение он резко развернулся и, не говоря больше ни слова, побежал вглубь леса, исчезая за деревьями и кустами. Все стояли в тишине, переваривая то, что только что произошло. «Он ушел», — выдохнул Павел, один из туристов. Его голос дрожал от страха, но было видно, что он ощущал облегчение. Сэм, все это время наблюдавший за львом, глубоко выдохнул. «Да, он ушел, но помните, мы только что стали частью его мира. Мы освободили его, но теперь природа будет реагировать. Лев, возможно, больше не будет так мирно жить в этих местах. Он будет искать свою стаю. В его мире наступят изменения». Туристы обменялись тревожными взглядами, понимая, что только что сделали невероятно важный поступок. Они спасли льва, но последствия могли быть непредсказуемыми.
После того, как лев ушел, группа медленно начала двигаться в обратном направлении, не зная, что именно их ждет в следующем повороте пути. На тот момент они были просто туристами, спасшими животное, но теперь они понимали, что природа не прощает вмешательства. И хотя их добрый поступок не привел к трагедии, они были уверены в одном: их путешествие в Африку изменило их взгляды на этот мир навсегда. Лев был свободен, но как бы то ни было, их доброта повлияла на все, что происходило в этом диком уголке земли. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.